Я просыпаюсь за час до рассвета, как делаю это уже десятилетия, и понимаю, сегодня утро пахнет иначе, не ветром, не солью, чем-то тяжелым внутри. Мне 35? Нет, уже 52, но привычка держит меня крепко. Не надеваю куртку до рассвета, не вытаскиваю сапоги из сарая. Все делаю на автомате, как прежде. Дом, наконец, перестал удивлять. Он дышит в такт ветру, скрипит зимой и гудит летом. В нем столько памяти, что порой, кажется, стены сами помнят наши молчания между словами, которые никто не смел произносить вслух. Я наливаю себе чай и кладу ломоть хлеба на тарелку, мажу его маслом и выхожу к причалу. Лодка, моя лодка, стоит у воды, как старый друг, которого давно ждешь. И зовут ее не иначе, как в честь Веры. Верой она пахнет, Верой и морской солью. Я иду к любимому месту для рыбалки. Там, где скалы, словно стальные клыки, и волны прыгают, разбиваясь об берег, чтобы снова вернуть мне дыхание. Рыбалка — мое спасение и единственный источник покоя после того, как 20 лет назад все сломалось. Всплывает образ Верки, как пузырь воздуха в жаркий день. Она улыбалась так ярко, что за ней тянулся свет. Рядом с ней был Иван, Ваня, которого больше нигде не найдешь, кроме памяти. 20 лет назад они исчезли без следа, оба. Веру нашли мертвой на каменистом выступе, а Ваню так и не нашли. Я тогда думал, что это несчастный случай, но сердце твердило мне другое. Не беззаботность, не случайность, а чья-то темная воля забрала мою семью. После пропажи Веры и Вани жизнь у меня не жизнь вовсе, а попытка пережить. Я пил, чтобы забыться, терял работу, едва ли не прятал дом у тех банковских дверей, что стиснули меня к земле. Рыбалка стала моим спасением и единственным спокойствием. Там можно дышать медленно, как надводная тишина после бурь. Но даже в эту тишину время приносит тихие шепоты прошлого. Веревки, которые держались на глазах, звук волн, когда они ударяются о берег, и чьи-то шаги, которых больше не слышно. Однажды на отмеле я заметил нечто странное. Гигантскую акулу с неестественно раздутым животом. Мой первый порыв — отойти подальше, но мысль, будто сама реальность сводится к одному мгновению, подтолкнула меня ближе. Внутри акулы — тела. Я не знаю, как назвать то, что увидел. Кошмар или откровение. Они лежали не случайно там. Как ритуал, как знак того, что не все ушло с водой, что люди могут исчезнуть и снова стать чем-то другим, чем когда-то были. Я поддался трепету отчаяния и сделал то, чего никогда не делал прежде, разрезал брюшко гиганта. Внутри лежали руки и часы. Рядом тела мужчины, женщины и подростка. Руки были скреплены веревкой, как будто их держали вместе до последнего вздоха. Я позвал полицию. Ничего не могло быть случайным в таком сюрреалистическом виде. Внутри акулы чья-то история, чьи-то судьбы, мои вопросы, на которые еще не было ответов. Полиция прибыла спустя почти час. И берег стал сценой для судебных допросов, словно на моих руках лежали документированные версии чьей-то трагедии. 3 раза я рассказывал одно и то же. Где нашел акулу, какие узлы держали руки людей, какие часы были на запястьях и почему я счел уместным все это показать. Следователь, торопливый и холодный, назвал имя Роман Дроздов. Он задавал вопросы о совпадениях, о моих воспоминаниях, о том, какие связи были между этим случаем и моей семьей.
Я думал о Вере и Ване и о том, что, может быть, их исчезновение не просто часть старой раны, а ключ к новой головоломке. Вечером я вернулся домой, включил телевизор и налил себе водки. В голове снова звучали те слова: «Кто-то забрал мою семью, и я должен найти кто». На следующее утро я не пошел в море. Я просто стоял на берегу, смотрел, как волны возвращают соль к суше, и думал о руках, которые тянули меня назад к жизни, хотя и не понимал потом, почему они тянули именно туда. Было понятно одно: мое будущее изменилось навсегда. На побережье начали появляться новости. Тела 3 людей оказались в желудке гигантской акулы. Жертвы были известны: Геннадий Ларионов, ресторатор, и его семья, Элеонора и их дети. Кирилл, младший сын, учится в университете. Я начал замечать странную логику в их истории. Ларионовы приехали в город бедными, через 3 недели после смерти Веры они открыли ресторан. Затем в их доме появился еще один сын, Кирилл. Я задавался вопросом: не может ли Кирилл быть Иваном? Я стал искать информацию о Кирилле и нашел мало. Документы странно говорили, что Кирилл поздний ребенок, которого не планировали. В медицинской карте Элеоноры говорилось, что она не могла родить 2-го ребенка, но 3 года спустя появился Кирилл. Это не укладывалось в мою голову. Как можно забрать чьего-то ребенка и объяснить это обычной историей рождения? Связь между Верой и Кириллом становилась все отчетливее, и с каждым шагом я понимал: кто-то знал, что моя женщина была не тем, кем казалась, и что моя семья может быть пересобрана в чужой форме. Я пошел в городской архив. Вещи там хранились не просто на полках, а в памяти горожан, пожелтевшие страницы газет за лето и осень 20-летней давности. Архивариус был немногословен, но, к моему удивлению, он помог найти нужные страницы. Я читал истории о гибели Веры, о пропаже Вани и о странной богатости Ларионовых после той смерти. Я видел фотографии Кирилла вдоль столов. Лицо почти такое же, как у меня, и думал: неужели мои подозрения правдивы? Возможно, Кирилл Иван Савельев, мой сын, которого когда-то забрали. В архиве нашелся еще один след: Анна Петрова, племянница Веры. Ее нашли на трассе в состоянии шока в год гибели моей жены. Анна стала узлом, через который тянулись нити к новым тайнам. На руках Анны была та же татуировка ласточки, что и на руке женщины внутри акулы. Я видел в этом знак того, что прошлое не отпускает, что все мы связаны одной историей. Разговоры с следователем достигали меня прямо в душе. Кирилл — брат по крови или нет? Иван Савельев ли он действительно? Кирилл молчаливо сидел на похоронах Ларионовых, одинокий и бледный. Я подошел к нему и сказал едва слышно: «Прими мои соболезнования». Он посмотрел на меня пустыми глазами и спросил: «Знал ли ты моих родителей?» Я ответил правдой: «Нет». Мы говорили о потере и горе, но внутри каждого из нас слышался другой заговор. Кирилл рассказывал о детстве, о том, как его сравнивали с братом и не любили. И я видел, как его слова относились к моему сыну, который мог быть здесь, рядом, под чужим именем. Открыв сейф отца Кирилла, он нашел документы, которые подтверждали то, о чем я догадывался: имя ребенка — Иван Савельев. В этот момент я почувствовал слабость в коленях. Мой сын не исчез. Он просто жил под другим именем. Следователь сообщил мне еще одно. На месте, где мы собирались встретиться с Кириллом, появился Максим, старший сын Ларионовых.
Максим держал пистолет и говорил, что семья купила детей через черный рынок, чтобы обеспечить себе наследство. Он называл себя правдой, которая должна быть рассказана миру. Он говорил и о том, что Кирилл – один из покупных детей, и что родителям эти дети принесли богатство, которое они заслуживали за убийство чужих историй. На заброшенном маяке все и развернулось. Максим, Кирилл и я втроем. Максим говорил, что детей покупали, что он и Анна работали вместе, что Анна искала правду и хотела помочь мне узнать, кто мы на самом деле. Анна объясняла, что татуировка ласточки – память о тете, которой она никогда не знала. С минутами все становилось яснее. Максим хотел выдать себя за спасителя, но на самом деле за рукотворную катастрофу. Он хотел, чтобы Кирилл выступил и увидел, кто он на самом деле, будто это спасет его от боли и даст наследство. Но следствие не было таким простым. На флешке Геннадия Ларионова были зашифрованные записи, которые объясняли убийство жены Егора и многое другое. Я атаковал Максима ножом, не ради справедливости, а чтобы вырвать у него последний шанс на манипуляцию. Он выхватил пистолет, но Кирилл сумел освободиться и сбить его с ног. Максим ранил меня в плечо и направил пистолет на Кирилла. Я бросился вперед и получил третий выстрел в грудь. Полицейские приехали вовремя. Максим был арестован, а я оказался на столе в больнице, жив, но измученный. В больнице мне рассказали, что Кирилл жив, чудо, будто он вернулся из самого края пропасти. Мы говорили долго и честно о прошлом, о том, как мы искали друг друга и как нашли свою новую дорогу. Я положил руку на его голову и сказал: «Я люблю тебя. Мы найдем путь вместе». Кирилл расплакался, и в его слезах было столько благодарности и боли. Все одновременно. Следователь Дроздов вернулся на следующий день, усталый, но удовлетворенный. Максим, как оказалось, получил пожизненное заключение. Но главное было не это. Главное было другое. Мы нашли друг друга после долгих лет разлуки. Мы решили жить по-новому. Кирилл предложил сменить фамилию на Савельев и имя на Кир, чтобы начать все с чистого листа. Мы вернулись к морю, к нашему месту силы, где снова стали ощущать, что семья может быть не идеальной, но настоящей. Когда Кирилл снова спросил про маму, я рассказал ему Веру, ту теплоту, которую она приносила в дом, когда она говорила: «Мы справимся». Я рассказал, как она любила Кирилла и как надеялась увидеть в нем отражение своей собственной жизни. Мы поговорили о возможности сделать татуировку ласточки. Символ того, что память может жить в нас и через нас, даже если лицо и имя изменились. Суд над Максимом длился 4 недели. Зал был заполнен журналистами и родственниками жертв. Максим держался спокойно, не раскаивался и получил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Но для нас, для меня и Кирилла, это уже было не столько про него, сколько про нас. Мы вернулись домой, к морю. Не к той жизни, что была, а к той, которая стала нашей. Я вспоминаю Веру как теплое солнце, которое светило мне дорогу в самые темные моменты. Я рассказывал Кириллу о той женщине, которую он стал, не в биологическом смысле, а в смысле того, кем мы могли стать вместе. Мы решили, что татуировка ласточки будет нашими общими словами: память о Вере, память о Ване и о тех, кого мы нашли снова в сердцах друг друга. История моя и Кирилла, история утраты и обретения, правды, которая все равно приходит к тем, кто ищет ее честно, и любви, которая способна сделать из боли новое начало. Мы смотрим в горизонт и понимаем: море не забывает никого, а люди тем более.
Я знаю, что прошлое не исчезает, но могу держать его в руках, как тихий якорь, и плыть дальше, не забывая тех, кто нас любил и кого мы любим. И вот мы вдвоем идем по берегу. Я — старый рыбак с новой историей, он — мой сын, который вырос в моем сердце и фамилии. Мы идем к дому, где стены все еще помнят наш голос, и где мы будем строить новое будущее на фоне старых волн. Море звучит как подтверждение того, что жизнь продолжается, с теми, кого мы любим, и с теми, кого еще предстоит найти.